Добрый день, с вами Школа Успеха и я преподаватель Полянский Алексей. На сегодняшнем занятии речь пойдет о сводных таблицах. Сначала добавим наши вопросы в окно контрольных значений, чтобы их было видно из всех страниц. Переходим в формулы, выбираем «Добавить контрольные значения», смотрим диапазон и сужаем строчку формулы, потому что нам нужны только значения. Первый вопрос – это лучший заказчик за весь период. Проверяем данные на наличие пустых строк, скрытых столбцов и наличие ряда данных, так как сводная таблица может их подтянуть в себя. Переходим к непосредственно построению таблицы. Заходим во вкладку «Вставка» и выбираем «Сводная таблица». Здесь у нас существует два поля. Выбираем диапазон, у нас уже выбран, и ставим таблицу на новый лист. Для того, чтобы нам не запутаться в листах, мы переименовываем лист и даем ему название «Аналитика». Выбираем цвет, один из ярких, в данном случае это будет оранжевый. Все готово для анализа. Теперь осталось найти лучшего заказчика. Переходим к правой части настройки таблицы. Здесь нам необходимо выбрать поля, отметить галочками и переместить их в нужную для нас область. Всего их существует 4 области. Первая область – это фильтры. В фильтр мы помещаем всю ту информацию, что мы знаем. Если нам нужна информация, допустим, за определенный месяц, это пойдет в фильтры. В столбцы попадают те значения, которых меньше. Если выбирать между месяцами и водителями, месяцев у нас 3, а водителей 9, то месяцы мы перенесем в столбцы, а строки попадут в водители. И в поле значений перемещаются все значения, с которыми мы можем делать какие-то расчеты. То есть в большинстве случаев это числовые значения. Теперь, переходя к задаче, нам необходимо найти лучшего заказчика. Мы находим поле заказчика и ставим галочку по полю «Продано». Поле заказчика у нас автоматически помещается в строки, а поле «Продано» перемещается в значения, так как мы их можем посчитать. Для того, чтобы найти лучшего заказчика, нам необходимо выделить значение и перейти в панель состояния, поставить галочку напротив максимум. Теперь мы можем увидеть максимум, это у нас 34 632, что соответствует заказчику Ориона. Копируем ответ и переносим его в заказы. Вторая задача на сегодняшнем уроке будет найти день с самой большой выручкой. Для этого нам необходимо поставить число месяца и непосредственно сам месяц. Так как у нас 31 день, мы переносим его в строки. Месяц переносим в столбцы. Теперь для того, чтобы найти максимальное значение, нам необходимо выделить данные, зайти в условное форматирование и выбрать первое одно значение. У нас получается 26 февраля. Переходим в заказы и вносим изменения в ответ. 26 февраля. Следующая задача, это у нас будет средняя сумма нектарина в марте. Переходим в лист аналитика, выбираем наименование, месяц и значение. Соответственно, по месяцу необходимо будет сделать фильтр, потому что нам нужен только март. Поэтому мы перемещаем его в фильтр, переходим в фильтр и ставим март. Для того, чтобы отобразить средние итоги, мы переходим в итоги по средние. И у нас получается нектарин 1188 рублей 82 копейки. Вносим изменения в ответ. В том случае, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их учителю или под видео.